Всем привет! Доделал свой проект и предлагаю его вашему вниманию. Это вот такой 3D песик, бегающий, напечатанный на 3D принтере. Если его взять за спинку и провести по мягкой поверхности типа полотенца или дивана, он будет прибирать лапками, как будто он бежит. Если у вас есть знакомые карапузы, вы легко сможете повторить проект и порадовать их. Идея самоделки была взята из журнала «Цок-цок молоток», выпуск 3 от 1989 года. Для проверки изготовил прототип из картона. Убедившись, что все работает, была разработана 3D-модель в OpenSCAD. Модель доступна для скачивания, ссылку смотрите в описании под видео. OpenSCAD модель позволяет изменять параметры, как то габариты, цвет модели, включать или отключать рендеринг отдельных частей модели. Доступно два режима: предпросмотр и для печати. Предпросмотр позволяет оценить, как будет выглядеть песик в собранном виде. А для печати располагает все части собачки в виде удобном для 3D принтера. Для начала надо напечатать 3 тестовые фигуры. Две из них предназначены для настройки крепежа модели. Сюда должна входить головка винта и не выпирать над поверхностью модели. А здесь должна плотно без люфтов вставляться гайка. Отверстие под нарезную часть винта при необходимости можно рассверлить, но в идеале этого не требуется. Третья фигура предназначена для подгонки отверстия под вал колес. Предполагается делать впритык, а потом рассверлять до нужного диаметра. По идее, это способствует большему коэффициенту скольжения. Алгоритм действий такой. Печатаем тесты и фигуры. Если размеры больше или меньше необходимых, настраиваем модель и снова печатаем. И так, пока результат нас не устроит. В моем случае, поскольку это была первоначальная подгонка, потребовалось вот сколько фигур. Вот квадратные, с них я начинал, потом для экономии пластика перешел на такие восьмиугольные, чтобы было более экологично. Надеюсь, что у вас это займет меньше времени. Предлагаю использовать метод половина деления при подборе размеров. Если вам интересно, пишите в комментариях, сниму видео, как это делается. После подгонки размеров теста и фигур отправляем основные части модели на печать. Все было напечатано, печать заняла чуть больше 6,5 часов сама печать, плюс подготовка, ну это где-то часов 8, 7-8 получилось. Для печати модели потребовалось без малого 60 грамм пластика. Давайте все это теперь соберем. Начинаем с корпуса. Для начала вставляем гайки. Как видите, они держатся и не выпадают, если перевернуть. И даже если постучать, что очень неплохо. Дальше все просто. Берем винты и завинчиваем. До конца не затягиваем. То есть просто начинаем заворачивать, а потом затянем позже, чтобы не было перекосов. Вот все понаживлял, теперь давайте затянем. Делаем это поочередно. Для того, чтобы не было перекосов. Корпус собран. Единственный недочет, который здесь вижу, это то, что винты чуть выпирают. При необходимости можно было бы подогнать ширину корпуса, чтобы этого не было, но уже поздно и придется пользоваться напильником. Переходим к колесам. Колеса планируется крепить вот на такой штуке. Это паста от гелевой ручки. И оно с трудом проворачивается, поэтому это надо исправить. О, совсем другое дело, смотрите. Из гелевой пасты подобной были нарезаны вот такие фрагментики. Они послужат осями. Значит, внутри высверлил сначала на 3 мм, но потом на 3,5. И хорошенько рассверлил, чтобы винт просто туда проваливался. Потому что если будет завинчиваться, то невозможно будет крепить колеса. И будет целая проблема. Собираются колеса просто. Надо вот взять эту оську, одеть вот эту прокладку, после чего продеваем.
Винты здесь сильно не затягиваем, потому что если затянуть слишком сильно, то колеса перестанут проворачиваться. Аналогично собираем задние ноги. Надо совместить вот это отверстие с вот этим и завинтить винт. И вот такой результат получился. Укоротил винты при помощи напильника. Теперь они вообще не выступают. Колеса крутятся. Вот так. И вот так это все выглядит с разных сторон. В данной конструкции есть ограничение. Колеса не бегут, если эта поверхность скользкая или гладкая. Например, вот такая. А вот мягкая ворсистая поверхность типа дивана и полотенца в самый раз. Смотрите. Если взять за серединку, он как будто подпрыгивает. И обратно. Частично эту проблему можно решить, изменив конструкцию колес. Но это будет тема других видео. Если интересно, подписывайтесь. Всем спасибо за внимание. Будем живы до следующих выпусков. Пока-пока.